Пока продолжается война, израильские спецслужбы рассказывают нам всякое разное интересное. Одна новость тут столь же закономерна, сколь поразительна. Оказывается, Моссад сидел в иранской системе уличного видеонаблюдения города Тегерана и с ее помощью готовил операцию по точечной ликвидации верхушки режима. И новость эта ведь не исключительно про Иран. Эта новость вполне могла прийти бы и из России. Черта, которая объединяет абсолютное большинство диктатур 20-21 веков, это почти религиозная вера в научно-технический прогресс. Что политические институты, права и свободы, борьба с коррупцией, защита конкуренции – это все было нужно тем, кто на лошадях ездил. Мы же все проблемы будем решать, скупая и разрабатывая всякие разные гаджеты. Ведь любые неурядицы, что общественные, что политические, можно решить техническим путем. Зачем нам реформировать правоохранительные органы и спецслужбы? Зачем переживать об общественном климате, о каких-то предикторах преступности? Чего нам волноваться о людях, вернувшихся с войны, которые немедленно собьются в банды? У нас же есть камеры с системой распознавания лиц. Мы просто всю Москву увешаем виноградными гроздями этих камер, и ни одна мышь у нас не проскочит. Без разницы, как работает полиция, если вся Москва, а нас интересует в основном Москва, просматривается насквозь до квадратного сантиметра. Можно не бояться общественных настроений, не переживать о массовых выступлениях, не страшиться заговора элит. Если вся страна от дворника до олигарха у нас будет под колпаком цифрового ГУЛАГа. Наше цифровое штази будет автоматически собирать и агрегировать любую информацию про кого угодно. Каждое сообщение в мессенджере и заселение в гостиницу, каждую поездку на автобусе и покупку жвачки, каждый просмотр ролика и лайк. Кто куда ходил, с кем был, что фотографировал, о чем на кухне разговаривал. О каждом потенциально неблагонадежном гражданине мы будем узнавать все еще на том этапе, когда у него вредные мысли только-только возникнут. Абсолютно неважно, насколько наш режим существует поперек воли общества, если за спиной каждого человека стоит товарищ майор. Не сможет никто сговориться между собой, если мы каждому заглядываем буквально в шкаф. Но оказывается, причем не в первый раз, что технологии 21 века в руках режима, устроенного как примитивная деспотия античных времен, это очень опасные игрушки. Некомпетентность и коррумпированность опасны сами по себе, но если туда еще и в довесок роботов накинуть, очень скоро роботы эти восстанут. Об этом всем сегодня и поговорим. Сначала только напомню, в описании мы оставили инструкцию, как обходить блокировки в России. Мы добавили туда новый способ, посложнее других, но действенный. Попробуйте. Мы прекрасно знаем, что любая информация, которую российское государство собирает про граждан, немедленно оказывается на свободном рынке. Данные банков, включая и счета, и все, что хотите, авиаперелеты, места жительства, телефоны, автомобили, пересечение границы, вся собственность и все документы. В Telegram-ботах такое добро доступно просто за несколько центов. Данные в реальном времени, камеры с распознаванием лиц, детализация звонков, геолокация, транзакции по карте, билеты на самолеты и поезда. Это все доступно за сотни долларов. Не тысячи, за сотни. Несколько сотен долларов дадут вам такой уровень доступа к любому человеку, которого, по идее, без решения суда не должно быть даже у ФСБ. Весь инструментарий слежки, который государство создавало исключительно для себя, сейчас является общественным достоянием. Коррумпированное и некомпетентное государство смогло собрать нереальный объем данных. Технологии с этим справились. Но никакие технологии не помогли и не помогут все это дело удержать. Мы видели, к чему это приводит. Алексей Навальный со своей командой и с Христо Грозевым раскрыл строго секретную группу отравителей, которая преследовала его годами. С одной стороны, это выглядит как блестящее расследование на грани фантастики. Но с другой, там все строится на одной остроумной механике. Взять пассажирские декларации тех рейсов, которыми летал Навальный за несколько лет, и сметчить с фамилиями, которые повторяются в этих рейсах, с ним летают. А дальше просто дело техники. То, что на первый взгляд кажется расследованием, которое по силам только контрразведки 2-3 стран в мире, при такой доступности баз данных становится тем, с чем справится буквально школьник. Не надо ничего взламывать, заводить каких-то там агентов. Надо просто додуматься, что отравители не первый год могли преследовать. А дальше коррупция все сделает за тебя.
Будут и пассажирские декларации, и места жительства, и номера телефонов, и места работы, и имущество самых-самых законспирированных убийц в стране. То же самое касается российских диверсантов в Европе с номерами паспортов подряд. Помните, такая была история, когда выявили много российских шпионов, потому что у них паспорта подряд шли по номерам? То же самое с Петровым и Башировым. И вообще со всеми историями российских спецслужб. Расследование по ним строится не на шпионаже. Не нужно внедрять никого в ФСБ и годами выращивать его по должности для доступа к информации. Все можно купить невероятно дешево, даже по меркам частного лица. Понимая, что можно сделать, имея лишь компьютер, телеграм, браузер Tor и $1000 в крипте, нам очень легко это экстраполировать на возможности реальных спецслужб. В иранской системе видеонаблюдения сидел Моссад. Теперь мы это знаем. У нас есть какие-то сомнения, что в системе российской сидит как минимум ЦРУ и СБУ? Если частное лицо может покупать отдельные записи, можно ли исключать, что в Киеве и Лэнгли есть прямой онлайн-доступ 24/7? Можно ли вообще сомневаться, что данные, которые продаются в Торе поштучно, все уважающие себя государственные спецслужбы, крупные частные конторы по безопасности давно уже купили себе оптом? Где проводятся совещания, кто на них приезжает, где живут те, кто приезжает, какие у них семьи, какие проблемы и долги у родственников, как можно на кого давить, где, кого и за что прихватить, чем стены покрашены и как зовут собаку. Все это известно всем, кому по работе нужно. Помните уморительную новость о настоятельной рекомендации не использовать мессенджер Max на фронте? А в ней нет ничего удивительного так-то. Люди, в том числе внутри российского государства, прекрасно понимают, любая информация, доступная товарищу майору, тут же окажется в руках пана сержанта вооруженных сил Украины. Так что уж лучше телеграмму пользоваться. Если на Лубянке будет стоять терминал с кнопкой «Включить микрофон без ведома пользователя» или «Сделать скриншот и передать геоданные», то точно такие же будут стоять даже у разведки Лихтенштейна. У любого, кто имеет интерес и деньги в кармане в масштабе большем, чем сдача с мороженки. Казалось бы, идеальное техническое решение. Всю страну принудить на установку шпионской программы. Все станут прозрачны да нельзя, окажутся под колпаком у государства. Нюанс в том, что государство не только российского, а любого. И само российское государство будет под еще большим колпаком любых внешних сил. На этом фоне очень смешно наблюдать, как российское начальство, своими руками сделавшее себя абсолютно прозрачным для всех, пытается играть в конспирацию. Эту их почти детскую наивность со строительством одинаковых кабинетов, пока все, кто в кабинеты эти заходят, рассказывают о себе по секрету всему свету в автоматическом режиме. Мы, силами журналистов знаем, в каком агентстве Путин нянь для младших детей нанимает. А он, кабинеты перекрашивает. Штирлиц, самоучка. Разберем на наглядном примере после небольшой рекламы. Если вы эмигрировали или много путешествуете и подолгу бываете за границей, то знаете. Сегодня важно не просто иметь карту зарубежного банка, чтобы платить без проблем и подтверждать наличие средств на счете для получения визы. Лучше всего иметь несколько счетов в банках разных стран, потому что никогда не знаешь, где, как изменится законодательство, и лучше быть к этому заранее готовым. Хорошо, что сейчас зарубежную карту можно открыть удаленно и быстро. Например, с этим помогает сервис MasterCard Bridge, который основал мой зритель Данила. Данила работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступнее. А еще он дает гарантии. Если карту открыть не получится, например, если ситуация резко изменится, то деньги вам вернут в полном объеме. Если у вас уже есть карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на 5 лет и доставит вам. Данила помогает открывать карты с 2022 года. Сейчас цены на эту услугу лучше, чем когда-либо. Но есть проблема. С каждым месяцем возможностей для открытия зарубежного счета все меньше. Поэтому лучше с этим не тянуть. Сроки открытия от 1 дня. Картой можно расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать сервисы Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT и другие нейросети. Сможете пользоваться Свифтом, бронировать отели и авиабилеты, подключить карты к Apple и Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте и даже получать с этого процент. Пополнять можно с российских карт или выводить на них. Прямо сейчас у MasterCard Bridge действует акция «Скидка 30% на открытие карты по промокоду MaximCats». Успейте открыть карту на самых выгодных условиях. Ссылка в описании.
Продолжаем. Мы говорили о том, почему кибергулаг, который российское государство планировало использовать исключительно против неблагонадежных граждан, работает против него самого. Вспомним украинские операции по убийству российских генералов в Москве. Спецслужбы Украины, они ж дома не взрывали, районы не сносили. Ничего подобного. Смертельный самокат взрывался прямо у ног одной единственной цели, в тот самый момент, когда цель эта оказывалась рядом. Не старушка, не ребенок, не собака, не какая-то случайная жертва, а прям генерал. Все эти диверсии были не на удачу, они не били по площадям. Диверсии эти могли состояться только если спецслужбы Украины знали о самых высокопоставленных российских генералов все. Место жительства, график передвижений, наличие охраны или ее отсутствие. А как они могли это знать? Так же, как ФСБ устанавливает личность каждого участника каждого митинга. По слитым базам, по московским камерам, по геолокации телефона, по прослушке в СОРМ. Им доступно такое количество информации, причем доступно с помощью российского государства, что взорвать генерала можно не только в том самом единственном месте, возле которого он будет проходить, но именно в ту секунду, когда он там будет. Эти же генералы на совещаниях с Путиным сидят. На всех заседаниях Генштаба присутствуют. Именно они приходят в те самые кабинеты, которые настолько тщательно гримируют. Тут мы приходим к выводу, в справедливости которого иранский режим уже убедился, а нашему только предстоит. Сама по себе технология никаких проблем не решает. Если ваша политическая система здоровая, если в ней есть институты, конкуренция, сменяемость, уважение к законам и правам, то технологии сильные ваши стороны только усилят. Вы станете эффективнее, производительнее, вам будет проще работать. Полиции проще ловить злодеев, дорожным службам проектировать дороги и организовывать движение. Налоги можно собирать и выплаты делать более справедливо и дифференцированно. Собирая большие массивы данных, можно гораздо эффективнее бороться хоть с эпидемиями, хоть с детским ожирением. Быстро и точно отслеживать эффекты от разных законодательных норм и менять их. Когда массивы данных находятся в руках политиков, зависимых от избирателей и разумной профессиональной бюрократии, они приносят много пользы как для устойчивости политической системы, так и для общества. Когда же те инструменты попадают к системе, построенной на коррупции, где лояльность однозначно важнее компетентности, где каждый наживается на том, что должен сторожить, коррупция усиливается. Генерал корпуса стражи исламской революции крышует нефтеперерабатывающий завод. Майор крышует ресторан, капитан палатку на рынке. Лейтенант ничего не крышует, зато у него есть доступ к базам и камерам. А уж клиент найдется на вкус и цвет. Хоть ревнивый муж, хоть Моссад, который притворяется ревнивым мужем. Государство и спецслужбы не все сплошь генералы. На 99% это сотни тысяч рядовых исполнителей, которые работают за копейки. Помните, сколько зарабатывал ведущий аналитик конторы, который разрабатывает реестр электронных повесток, собравший в себя всю информацию о российских гражданах? 100 тысяч рублей в месяц зарабатывает. Много ли такому надо заплатить в масштабах любого государства, включая Тувалу, чтобы он слил все, к чему имеет доступ? Главный специалист главного подрядчика в главном проекте Минобороны с зарплатой 100 тысяч рублей. Младший офицер ФСБ с зарплатой 1080. Это люди, которые знают все о каждом. Они видят, в каких домах живут и на чем ездят начальники и генералы. Они тоже так хотят. Но на всех миллиарды, которые разворовывают на госпроектах, не разделишь. У кого-то есть только информация. И они будут ею торговать, и торгуют очень недорого. Особенно в масштабах расходов воюющих стран. Сколько стоит следить, а следом убить генерал-лейтенанта, командующего родом войск в столице противника? Сотни тысяч долларов? Миллионы долларов? А может, это вообще невозможно, даже если много миллионов долларов вложить? Ну, какой-то такой порядок величин. Но если доступ к информации об этом генерале и его перемещениях имеют очень низкооплачиваемые сотрудники очень коррумпированного режима, вопрос можно решить за сотни долларов. В итоге получается, что те самые технологии, которые режим вводил, чтобы сохранить себя, становятся его могильщиками. Система видеонаблюдения в Тегеране висела для того, чтобы всех протестующих, в случае с чего, вычислить и повесить. А не чтобы Моссад там себе виртуальные экскурсии водил. Но сработало именно так.
Мессенджер Макс — система тотального контроля и цензуры. Не маячок наведения на каждого генерала, министра, чекиста, ФСОшника, президента. Но именно им и станет. Это неизбежно. Ведь люди, которые продавали Путину идею мессенджера Макс, делали это только для того, чтобы положить в карман миллиарды на внедрение и разработку. Ради этого они служат системе. Ради этого создают инструменты слежки. Но те, кому достались не миллиарды, а средства слежения за людьми, закономерно хотят что-то с этого поиметь. Людей этих сотни тысяч, за всеми ними не усмотришь. А значит, чем прозрачнее вы делаете для себя граждан, тем прозрачнее становитесь сами. Для кого угодно, включая военных противников. А у вас противник очень серьезный, мотивированный, технологически развитый. Не хуже Израиля. В руках дурака стеклянный болт — угроза для него и окружающих. В руках коррумпированного режима любая техническая приблуда, призванная отловить недовольного студента, рано или поздно наведет вражескую ракету. Желаем удачи диктаторам в сегодняшнем мире. До завтра.